Ожирение у животных распространено так же, как и у многих людей мира. Маламут, о котором пойдет речь в данном ролике, смогли успешно и вовремя спасти от ранней смерти из-за ожирения. У бездомного пса было так много лишнего веса, что он с трудом передвигался на лапах. Неравнодушные люди заметили его на улице и решили помочь пожилому бедняге. Аляскинский маламут по кличке Троян попал в приют Королевского общества по предотвращению жестокости к животным в одном из графств Англии в ноябре 2020 года. Пес весил 101 килограмм и с трудом стоял на ногах. Каждое движение животного сопровождалось тяжелой одышкой. Сотрудникам приюта предстояла огромная работа, ведь если бы собаку не посадили на диету, с таким весом она бы долго не протянула. Троян попал в приют в запущенном состоянии. За год диеты и ежедневной физической активности он медленно и безопасно сбросил вес. К счастью, его прекрасный характер остался с ним, рассказывает сотрудница приюта. За это время пес потерял 40 килограммов и теперь весит и выглядит как самая обычная собака своей породы. Худел Троян постепенно. Сначала он и 2 шагов не мог сделать, чтобы не начать задыхаться. Но вместе с потерей веса росла и его выносливость, и вскоре пес смог выдерживать получасовые прогулки с ходьбой и бегом. Годы жизни с ожирением сказались на здоровье собаки. У Трояна артрит и проблемы с щитовидной железой, все как у людей, но с поддерживающей терапией он проживет еще много лет. Кроме этого, у Трояна отросла новая пушистая шерсть после стрижки, и он превратился в красавца. Несмотря на возраст, он активный и сильный пес. В приюте надеются, что им удастся найти нового хозяина для маламута, который захочет взять на себя обязательства и позаботиться о здоровье собаки. К сожалению, лечение его заболеваний не покрываются страховкой, так что новому хозяину придется оплачивать счета самостоятельно. По словам сотрудников приюта, им в руки попался плюшевый мишка, который обожает, когда ему чешут живот. Несмотря на свой почтенный возраст, Троян сохранил много энергии и ласки, он любит внимание и полностью его заслуживает. После похудения Трояна не узнать. Собаке удалось сбросить 40 килограммов. Пример маламута еще раз показывает, как важно следить за питанием питомца. По словам главного ветеринарного инспектора Королевского общества по предотвращению жестокости к животным, Кэролайн Аллен, последние исследования подтверждают, что около половины всех домашних животных в стране живут с ожирением. «Мы сами в прямом смысле убиваем питомцев своей добротой», — говорит Кэролайн. Ветеринарный инспектор подчеркивает, что ожирение влечет за собой целый ряд проблем со здоровьем, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Давайте будем внимательны по отношению не только к себе, но и к животным, даря любовь и заботу им. Это не значит, что их нужно закармливать своей добротой и заботой, а наоборот, познавая особенности породы, будем помогать правильно вести образ жизни, положенное питание и активность.